Всем привет, друзья! Сегодня пеку миндальный пирог с прослойкой из пудингового крема. Пирог по этому рецепту получается невероятно вкусный, нежный, мягкий, ароматный. Рецепт очень простой, с этим рецептом справятся даже начинающие кондитеры. Продукты для приготовления пирога должны быть комнатной температуры. Изначально приготовим пудинговый крем. Для крема мне понадобится 2 столовые ложки с горкой сахара, пакетик пудинга, пудинг ванильный, в пакетике 37 грамм. Сахар с пудингом нужно будет хорошенько перемешать. Добавлю сюда еще небольшую щепотку соли и 400 мл холодного молока. Молоко 3,8% жирности. Все хорошо перемешиваю и ставлю на плиту. Пудинг нужно будет сварить. После закипания провариваю где-то около 1 минуты и отключаю плиту. Варку пудинга показывать не буду. Друзья, пудинг готов. Вот такой вот он у нас получился. Он еще очень горячий. Готовила я его при постоянном помешивании. Вот, теперь добавляю сюда 200 грамм сметаны. Сметана 24% жирности. И экстракт миндаля. Вот в таком жидком виде масляный экстракт. Все хорошенько перемешиваю и отставляю в сторонку. Вот такая масса должна получиться. Очень ароматная, с ярко выраженным ароматом миндаля. Теперь готовим тесто. Для теста мне понадобится 4 яйца. Яйца размером L, крупные, 225 грамм. Добавляю сюда чайную ложку соли, столовая соль обычная, 4 пакетика ванильного сахара, стакан сахара, здесь ровно 200 грамм. Всю эту массу нужно будет хорошенько взбить. Теперь добавляю сюда мягкое сливочное масло. Масло и яйца доставайте за 3 часа до приготовления пирога. Они должны быть одной температуры. Здесь 250 грамм. И продолжаю все это взбивать где-то около 2 минут. Если масло, к примеру, будет холоднее, чем яйца, то масса возьмется крупинками. А нам нужно, чтобы она была однородной. Вот сейчас все это отставляю в сторонку. Теперь смешиваем сухие ингредиенты. Нам понадобится 350 грамм муки. Я ее заранее просеяла. Добавляю сюда пакетик разрыхлителя. В пакетике
16 грамм. И высыпаю сюда измельченные миндальные орехи. Измельченный миндаль я не рекомендую покупать. Пирог тогда получается суховато. Вот возьмите свежие миндальные орешки и измельчите их. Здесь вот 200 грамм. Все хорошенько перемешиваем. Сухие продукты должны хорошо соединиться между собой. И добавляем яично-масляную смесь. Все хорошо перемешиваю. Вот как только перемешали, выливаю сюда 350 миллилитров холодного молока, вернее комнатной температуры, жирностью 3,8. Пирог буду выпекать в форме диаметром 32 сантиметра. Можете взять также квадратную форму. Чем больше будет ваша форма в объеме, тем быстрее будет выпекаться пирог. Выливаю сюда тесто. Так немножечко потрясем формочку, чтобы пирог равномерно распределился. Теперь берем пудинговую смесь, закладываем в кондитерский мешок и распределяем поверх пирога. Вот такой у меня объемный кондитерский шприц. И наношу поверх пирога. Вот я взяла такую насадку звездочка. Вот, посмотрите, как у меня получилось. Все, отправляю в заранее разогретую духовку на 175 градусов. Друзья, пирог готов. Выпекала я его ровно 45 минут. Обращайте внимание на особенности своей духовки. Кому-то потребуется больше времени, кому-то меньше. Это еще зависит от размера формы. Готовность пирога проверяла с помощью деревянной шпажки. Вот если шпажка выходит сухая, значит пирог готов. Теперь пирогу нужно будет дать хорошенько остыть. И потом посмотрим, какой он у нас получился в разрезе.
Остуженный пирог сверху присыпаю сахарной пудрой. Пудра по желанию. Ну и давайте посмотрим, как пирог получился в разрезе. Разрез пирога, друзья, показывает, что он очень воздушный, невероятно мягкий. Вот посмотрите, здесь внизу прослоечка пудинга. К этому пирогу по желанию можно подать мороженое, к примеру, если вы любите очень сочные пироги. Но, как по мне, так здесь всего хватает. И сочности. Пирог получается такой не сухой по вкусу. Поэтому непременно готовьте, пеките и угощайте своих родных и близких. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.